Привет, дорогие аудиофилы! Сегодняшний выпуск я хочу посвятить скандальной теме сравнению двух технологий изготовления твиттеров. Это купольные твиттеры и ленточные твиттеры. Я уверен, что подобных сравнений было много. Сегодняшнее свое я хотел бы разделить на два аспекта, потому что в науке есть много гитик. То есть любое действие, любое событие имеет разные стороны. Даже монета две стороны. Первое творческое. Творческий аспект сравнения ленточной и купольной технологии текстиль против лавсана, или как некоторые изготавливают их из алюминия, или других металлических и неметаллических компонент. И те, и другие имеются в виду, купольные и ленточные. Но сегодня нас будет интересовать именно изготовление ленточной ленты. Лента является ли излучающей поверхностью или купол? Вот в этом, собственно, интрига. И второй аспект, который я хочу задеть, это мой опыт, полученный в лаборатории Клиппеля. У меня есть данные сканирования движения диафрагмы купольного твиттера и теперь уже есть ленточного твиттера, но нам наконец удалось с коллегами сделать это хорошего качества скан на сканере Клиппеля, на виброметре, который позволяет точно отследить движение всех частей диафрагмы, в частности ленты. А использовал я для этого твиттер Foundtech Neo CD 3.5H, для того, чтобы показать вам различия, которые есть, если они есть. Ну, выводы будут, видимо, разными. Выводы вы сделаете сами. Тут как касательно первого аспекта сегодняшней нашей встречи. Это творческий аспект. Не будет вывода, что лучше. И те, и другие имеют право на жизнь. И те, и другие имеют море своих сторонников и противников. Поэтому, как было, так и будет. Но пищу для размышления я вам все-таки дам. Ленточные твиттеры, вопреки тому, что звук их является более правильным, у них более широкий диапазон частот, меньше искажений и так далее, при определенных условиях. Это отдельная тема. Просто они могут достичь звучания большего звукового давления с меньшими искажениями, чем купольные. То есть объективно все в пользу ленточников. Но в то же время студийных мониторов с ленточными твиттерами не бывает. Вопреки тому, что AirPulse с Филом Джонсом свои изделия называют мониторами, они в студиях крайне редкие гости. И по делам. В студии нужно работать, деньги зарабатывать и не понты колотить. И не наслаждаться звучанием. Даже нейтральным, даже более правильным. Не знаю, почему еще какие-то наведите причины, почему в студиях их не видать. Но мы с вами попробуем для себя любимого оценить, просто поставить оценку. Значит, мне больше нравятся ленточные твиттеры. Возможно, именно из той самой пресловутой нейтральности, которую они позволяют достичь. Возможно, благодаря лучшей нелинейности их АЧХ представляет собой просто палку. В то же время как АЧХ любого купольного твиттера представляет собой гребенчатый фильтр, который имеет первый хоум-провал, потом дальше, больше. Но они тоже, некоторые пишут до 50 кГц у АЧХ, у купольных твиттеров, но при этом, правда, не уточняя, в каком же окне, с какой неравномерностью этот параметр получен и при каком звуковом давлении. У ленточников с этим проще. Регламентируется до 40 кГц, но вот Foundtech заявляет до 40 кГц свои данные, в то же время как сам он гоняет их до 100 кГц. Зачем все это нужно? Зачем нужно вообще больше, 15 кГц звук? Это отдельная тема. Я свою точку зрения об этом высказал в одном из видео. Можете посмотреть при желании. Вы наверняка имеете свою точку зрения. Допустим, в большинстве людей считают, что не надо. Ну, не надо, так не надо. Значит, вам легче, вам нужно меньше денег, можно меньше денег на это тратить. А остальным скажу, что это абсолютно необходимо для передачи переходных процессов, крутых фронтов, сигналов высоких уровней.
И, короче, это правильнее. Сделать неправильно, оно само получится. А как правильно, вот получается, нужно более широкий диапазон частот. Тоже вниз, например. Вот зачем нам 30 Гц? Открытая струна бас-гитары имеет, там, по-моему, 32 Гц, что ли, я не помню. На ней никто не играет, на этой открытой струне. То есть, а бас-бочка колотит вообще там 70-80 Гц. У нее основной пик, как бы, энергии. Зачем вам? Ну нет, вам надо. И правильно надо, потому что на спидометре ваших Жигулях, Ламборджини 280 миль в час, а по городу можно только 60 километров в час ездить. Но вы же поэтому не ищете себе машину, которая имеет предел скорости в 60 километров в час. Вы желаете приобрести что-то более ресурсное, скажем так. Поэтому, ну еще раз, понравится может все что угодно, и вы будете, безусловно, правы со своей точки зрения, для себя любимого. И я не сторонник делать какие-то обобщающие выводы, что вот ленточники всех затоптали, или там купольники всех затоптали, или, допустим, бериллиовый купол всех затоптал. Вообще, самое лучшее, что я в жизни слышал, это было, кстати, вот этим летом прошлым в Мюнхене на выставке, я там иду, и вдруг слушаю, что где-то радио заиграло, да причем так четко, что вроде бы как симфонический оркестр живьем сидит, ну там джаз какой-то, симфо-джаз играл. Я зашел, это один из залов, больших залов, для прослушивания довольно много народу было, и там играли плазменные излучатели. Это было поразительно, это было реально, будто сидит какой-то передо мной оркестр, если бы это было за занавесью, я бы, думаю, что не отличил бы, или там по вредным каким-то звукам я бы мог отличить, значит, живой это оркестр или излучение. Но я же не говорю, что все, давайте все бросим и займемся изготовлением плазменных излучателей. Нет, всему свое время, то есть, видимо, до них не дошла технология, рынок не готов принять подобные устройства. Опять же, интерьерно сложные такие вещи. Ну и ценовая политика, наверное, не очень дружественная в этом плане. Но к этому надо стремиться к лучшему звуку для себя любимого, который вам больше нравится. Еще раз, мне больше нравятся ленточные излучатели. Я не настаиваю на этом. Но мало того, что ленточные излучатели вообще бывают разных типов. Вот, например, Foundtech, которым я сегодня вас побалую, вот этот вот экземпляр был на тестировании у Клипеля. Вот у него плоская лента, как вы видите здесь. Вот если бы она была не плоской, а рифленый такой, как делают там RAL, еще кто-то, я не знаю. Даже Foundtech делал первые свои модели на заре как бы деятельности, рифленая лента была. Ее бы невозможно было прогнать на этом виброметре, потому что он лазер посылает луч, отражается и принимается призмой определенной. И если бы это была неровная, абсолютно не плоская поверхность, то его нельзя было бы поймать, этот лучик. Вот. И с этим были проблемы. Кстати, мы неделю целую протрахались с этими излучателями, чтобы добиться нормального скана, который можно кому-то показать, к которому можно апеллировать в случае обсуждения той или иной опции работы ленточного излучателя. Там все буквально параметры, частотные характеристики, диаграммы направленности, диффузии, то есть, естественно, искажения и так далее. В чем состоит различие между этими двумя видами излучателей? Первый, назовем ленточным, он имеет магниты по бокам, расположены неодимовые, они такие светленькие здесь должны быть. Как так показать? Вот. Видите, ну вот сейчас сверху и снизу, там два таких под углом магнита находятся. Они пластины такие, ну такие параллелепипеды. Да, то есть сложные формы достаточно, из неодима, это неодимовые магниты, и натянута лента. Натянута так, что она выходит вот отсюда, с обеих сторон твиттера, и держится в некотором натяжении, которое, впрочем, существенно не влияет на все остальное. И вот под действием тока, проходящего через эту ленту, а выполнена она из лавсана с иридиевым напылением, повышающий трансформатор здесь находится, потому что сопротивление ленточника постоянному току доли ома, сотая доля ома. Он его разгоняет, сигнал, подает на вот эти
полюса, и лента начинает вибрировать под действием магнитного поля. В купольных твиттерах не так, там катушка, звуковая катушка, к которой приклеен купол, тот самый текстильный, как правило, или бумажный реже, точнее бумажных уже, по-моему, не делает никто, вот, или титановый, или алюминиевый, или бериллиевый, или еще какой-нибудь квази. И вот он под действием этой катушки, которая движется под действием ЭДС, возникающего в ней, этот купол движется и своей площадью создает звуковое давление на частоте, которая имеет вот этот ток, который там проходит. То же самое с ленточным твиттером. Вот та частота, которая прогоняется через ленту, она и заставляет вибрировать с этой скоростью именно всю плоскость, площадь ленты. По идее, площадь у них получается практически одинаковая. Вот 8 мм ширина вот этой ленточки у этого твиттера, длина, по-моему, 6 сантиметров, то есть несложно посчитать, что это около 5 квадратных сантиметров, и, ну, возможно, чуть меньше площадь дюймового купола. Надо посчитать, я в школе тогда болел, помножьте там что-нибудь на что-нибудь. Там 2,54 это в сантиметрах диаметр. Вот. И тот, и другой излучатель основан на том, что излучающей поверхности, диффузором, назовем его так, гонится в воздух с определенной частотой. Но при этом форма вот этого излучающего тела, она не постоянно в диапазоне частот и мощностей, которые на нее подаются. И, ну, это не мощности, это перемещение. Вот на краях перемещения, например, она приобретает ролевую форму, а на малых перемещениях она более линейна. То же самое с ростом частоты у куполов и у ленточников. Характер движения вот этой излучающей поверхности, которая, собственно, формирует звуковое поле, звуковую волну, к сожалению, нарушается, имеет искажение. И вот сейчас я вам покажу на сканах Клипеля, как это выглядит под лазером. Там в чем суть? Там лазер сканирует каждую точку, заданное число точек на вот этом самом диффузоре, ну, допустим, их 10 тысяч, предположим, на разных сигналах, которые подаются на этот диффузор, ну, на этот динамик, допустим. И в конечном итоге собирается компьютерным образом целостная картина движения этого самого диффузора. Она абсолютно точна. Лазер – это очень точная штука. Там кто-то говорил, что лазер это не может высокочастотное колебание мерить. Нет, этот лазер, он меряет 50 кГц, причем это капля в море. То есть, в принципе, он может мерить до каких-то микронных волн процессы. Но сейчас не об этом, потому что сканер, вибросканер Клипеля заточен именно на излучение, на сканирование излучения звуковых устройств. И поэтому вот 50 кГц край, допустим. Напомню, что ленточник имеет АЧХ заявлено до 40 кГц, а тот твиттер, который я вам сейчас покажу, купольный, до 20 кГц. Без указания окна, но вообще говоря, это собирательный образ, это такое типовое значение, которое Клипель предоставляет как образец, как собирательный образ, потому что показать какую-то действующую модель какого-то брендового изделия я не имею права, потому что это частная собственность. У меня нет на это разрешения, не все на это идут. Но что любопытно, на это пошли, например, вот Tank Band, которые передали мне для тестов свои купольные среднечастотники, огромные, классный такой, вот кино я про него недавно снял. Они мне сами предоставляли вот эти сканы. Файл сканов они мне не дали, они мне дали несколько файлов, допустим, на разных частотах, чтобы я мог вам продемонстрировать. Собственно, я это уже и сделал. Сейчас мне прислали, кстати, еще один скан, я там просил уточнить кое-что, но об этом я буду рассказывать, когда буду говорить о том проекте еще. А о нем там похоже, что еще пахать и пахать. То есть он оказался не проектом выходного дня, как я полагал вначале. Я думаю, там пару видео сниму и все. Куда там. Да. Так вот, вначале обратимся к скан-версии купольника. Я тут подложу это все дело. Вот вы видите, как купол движется на частоте. Вот смотрите, вот здесь вот частота. Чем 2200?
Ну ладно, пускай 2, это не имеет значения. 2200 Гц, или вот тут вот она выставляется еще, чтобы быстрее можно было тут какие-то 70 стоит, не надо никаких 70 стоит. Вот, это под прямым углом непосредственно меряется движение диафрагмы лазером вот таким вот образом. Вот вы видите, как движется купол. Также имеется для него вот анализ радиального среза и cross-section, то есть разрез, что нас будет интересовать больше. Но пока я вам просто покажу, как это выглядит на визуализации. Вот подвесы у этого купола есть, вы видите. Можно их сгладить, можно разогнать амплитуду, например, вот усилить амплитуду, и тут будут видны крайние точки, которые, допустим, доступны для этого твиттера. Смотрите, вот его клинит, шкалит, то есть вот это вот называется перегруз. Ну, мы сегодня имеем задачу просто посмотреть, как это все работает. Вот это вот Displacement Transfer Function, это не АЧХ, то есть надо понимать, это другое. Вот АЧХ, если что, а вот движение визуализации этого твиттера. И так это было 2200. Если бы мы поставили, допустим, не знаю, вот какую-то низкую частоту, вот 700 Гц, еще более ровно, то есть одним цветом окрашена поверхность, которая движется согласованно, то есть вместе. Вот, например, получается 2 кГц. Вот 3 кГц. 4 кГц. 7 кГц. А вот тут вы видите, что твиттер начинает работать не как единое целое, диффузор имеется в виду, а он разбит уже на какие-то секции, которые движутся не согласованно, и, соответственно, звуковое поле, которое создает вот это движение диафрагмы, оно не может быть равномерным. Оно будет обладать какими-то фазовыми искажениями и амплитудными, и АЧХ будет событийно зависеть и от мощности, подаваемой на него, и от состояния вот этого диффузора в данную секунду. Ну, например, если подается там 1 кГц, который ровно воспроизводится, и вот эти вот 7 кГц. Понятно, что 1 кГц будет не сможет ровно двигаться, потому что диффузор будет уже промодулирован вот этими 7 кГц, что, в общем-то, плохо. Ну и 10 кГц, наверное, движение твиттера будет совершенно ужасным, как на взгляд перфекциониста, например. В разрезе это будет выглядеть так. Я вам сейчас предоставлю еще возможность посмотреть сравнение этого и ленточного динамика. Однако для начала давайте просто ленточник покажу, как движется отдельно, чтобы мы как бы оговорили условия испытаний. Вот вы видите ленту вот этого CD3 ленточника, который вот так вот движется. Сейчас еще получше выставить. Да ладно, все равно. Это у нас 117 Гц. Я не знаю, зачем нам 117 Гц. Никто, конечно, не будет гонять динамик на этой частоте. У него частота резонанса около 500 Гц, скорее всего 400. Вот так вот, пожалуй, и выставим. Кстати, у купольных твиттеров, как многие конструктора знают, резонансные частоты значительно выше, там до 1,5 кГц. Так, чтобы 200, 300, 400 Гц такого нет совсем. Я не знаю, насколько это хорошо, просто корректно резать этот самый твиттер, любой твиттер в октаву выше, чем эта самая резонансная частота. Но частоты до 1, до 2 кГц, в общем-то, не очень рассматриваются как твиттерные частоты. И это не очень актуально, скажем так. Поэтому это преимущество ли у ленточных твиттеров, я сказать не берусь, например. Для меня, как для конструктора, это как бы залог запаса по дистанции вот этого самого резонанса от всех паразитных вещей, которые там происходят. Нет, ленточник и даже просто купольный динамик можно заточить на более низкие частоты. И так, например, сделано
в PV, Versailles, это топы сценические для сцены. Там 12-дюймовый мидбас и два твиттера Foundtech Neo CD2 стоят. И они работают, по-моему, на 1,5 киловатта, вот это все хозяйство, а частота раздела у них, по-моему, 1,2 килогерца. Ну вот это люди, которые работают на про-аудиоиндустрию, это вообще отдельная тема, я в ней вообще ничего, ну как, не понимаю, не лезу туда, это не мой бизнес, как бы. Мне это не интересно, просто к тому, что использовать твиттеры можно по-разному. А самый большой Foundtech это 10-я модель, i10 так называемый. Он вообще имеет $700 стоит или 801. И резонансную частоту имеет около меньше 200 Гц, допустим. То есть его можно пускать там, не знаю, от 500 Гц, предположим. Но зачем это, я сказать не могу. То есть просто можно, да, то есть так вот. Итак, лента. Вот ее кросс-секция, посмотрите, пожалуйста, на 600 Гц. То есть там, где все динамики ведут себя хорошо. Если поднять эту частоту, характер ленты будет меняться, очевидно, в худшую сторону, потому что геометрические размеры все-таки вносят свои коррективы. Вот, например, купольники вообще считается, что 1-дюймовый купол это 2,54 сантиметра. Это длина волны, допустим, если скорость звука 330 разделить на вот эти вот 2,5 сантиметра, получится что-то около 13-14 килогерц. То есть все, что выше, вот этот дюймовый купол, должен воспроизводить неравномерное звуковое поле. Он может быть подвержен дифракции и так далее. То есть, поэтому, а лента вообще длиннее, допустим, 6 сантиметров, так что и вообще воспроизводить, ломаться на куда более низких частотах. Нас же интересует все-таки актуальный диапазон, грубо от 2 кГц и выше до бесконечности. Итак, вот это вот 1 кГц. Лента ведет себя, я бы сказал, отвратительно. Вот на визуализации, как это выглядит. У меня просто вот этот ноутбук слабенький, может быть, он не тянет. Быстренько это все вам показать. Но вы должны представить себе, что происходит типа в замедленной съемке с лентой на такой частоте. Но давайте подумаем, надо ли нам 1 кГц? Не надо. Вот 2 кГц. Тоже волнами гуляет твиттер, лента. Вот 3 кГц. А вот тут лента гуляет уже значительно согласованнее, не так ли? Не знаю, давайте 8 кГц. Там, где купольник уже как бы сдыхал. Тоже неплохо. Появились какие-то два вот этих горбика, явно обусловленная геометрией ленты. То есть вот на этой частоте, конкретно вот с долями герц и длине ленты, именно вот этой вот, и массы вот этой ленты, эти два горба появились. Но, однако, основная площадь ленты движется очень даже, хорошо, допустим. Опять же, цветом, обратите внимание, это все покрыто одним, то есть, большинство поверхности ленты одним цветом покрыто, а в середине он какой-то даже кругляшку видно, хотя ничего круглого, кроме отражения, допустим, от фланца. Там фланца, кстати, не было, это прямоугольный был фланец вот на момент испытания, но он никак не мог повлиять, не знаю, каким образом, но вот так вот. Давайте выше 16 кГц. Тоже отлично. По сравнению с купольником, по-моему, небо и земля. Вот это обеспечивает кристальные чистые высокие частоты у таких твиттеров. Давайте, не знаю, 36 кГц. О, 36 кГц вся гадость всплыла, видите? Но все-таки вот эта часть, она, не знаю, меньше 10% от площади ленты, вся остальная лента движется согласованно. Тут все дело, я считаю, мне так кажется, в массе подвижной системы. Если у купольного твиттера любого
эта масса имеет конечное значение, ну пару грамм там каких-то, я не знаю, то здесь этих грамм нет. Ленточники — это бестелесная штука, то есть лавсан, он ну сколько полоска лавсана весит, ну нисколько она не весит. Она как сусальное золото, знаете, на ощупь такая, ее опасно в руки взять. Я просто их меняю, эти ленты, если что. Ну, умею, да, научился, там жизнь заставила. Ну вот, их опасно взять в руки, а так дунешь, она улетит и не поймаешь больше никогда. Вот такие дела. Сейчас я вам покажу сканы совмещенные, допустим, купольника и ленточника, для того, чтобы еще раз могли пройти по частотному диапазону вместе со мной и посмотреть, как это выглядит. Перед вами снизу скан купольного твиттера, сверху ленточного. Начало демо около 400 Гц, потом 1 кГц и выше. Частоту можно видеть в нижнем правом углу. Я бы отметил, что снизу лента хуже держит форму. Это хорошо объясняет желание конструкторов резать ее повыше и фильтрами третьего и выше порядков. Однако выше 8 кГц ситуация меняется. Купол работает в разнобой, а лента все равнее держит форму. Частоты выше 24 кГц для купола не рассматривались, так как это и вовсе не ликвидная работа. Пишите комментарии, друзья, что скажете по этому поводу. Auf Wiedersehen.